Крашусь я по наитию. Сегодня прекраснейшее утро. Обожаю утро выходного дня. И поэтому сегодня мы приготовим с вами сырники. Также разбиваем яйцо. Выбросить. Увереннее. Сырники я научилась делать абсолютно недавно. Так, разминаем творог. Катаем колбаску. Режем всю эту колбаску на ровные кусочки, на одинаковые, точнее, кусочки. Я уже помыла посуду, потому что я очень люблю, когда все сразу помыто, и ты идешь кушать, у тебя уже все убрано. Так, ну все, сырники дожариваются. Сейчас будем готовить клубничку. Испанская, сейчас на акции. Пожарились. Закладываем сырнички. Ну вот, клубничка. Кстати, при записи моих влогов я поняла, что у меня есть слова-паразиты. И теперь я очень их замечаю. И мне это очень не нравится. Ну и сгущенка. Не рогачевская, конечно же. Такими присмаками мы здесь не обладаем, к сожалению. Так что будем есть сгущенку от Nestlé. Все, завтрак готов. Завтрак готов. Сейчас я покушаю и буду собираться на прогулку. А что за тигрица тут такая? Тигрица собирается вообще-то. Это блогерская жизнь. Кремушек из пробничка выдавливаю.
меня, конечно, сегодня первый выходной из 2. И у меня сегодня такое состояние души остаться дома, ничего не делать. Лежать на диване, есть, спать, смотреть что-нибудь. Ну вот. Но нет. Поедем гулять. Свои проблемные местечки. Я тут, конечно, уже давно хотела купить себе хорошую косметику. Ну и вот, короче, я себе ее купила. Конечно, я еще не до конца все, что хотела. Это дело постепенное. Ну, конечно, косметика, которая стоит подороже. Вот это, например, стик, контуринг от Dior. Он еще так вкусно пахнет. От Dior. Лина, у тебя такой классный контуринг. Что это? Dior. Крашусь я по наитию. Как я себе нравлюсь, так я себе и крашу. Посмотрела пару роликов в интернете. Ну вот, короче, следую их рекомендациям. Вроде ничего получается. Главное — это себя чувствовать уверенно, красиво. Я себя чувствую так и без косметики, если честно. Но когда немножко подкрасишься, все-таки лицо становится такое свежее, красивое. Пятна свои. Короче, какой-то был сбой после приезда в Дубай. Пока организм привыкнет к питанию, к климату, повысыпало немножко. Ну, ничего страшного. Главное пить витаминчики, убрать стресс из жизни. А под конец 2024 стресса было много. Да и вообще, в принципе, в 2024 году он такой весь как-то сложился. Весь какой-то был напряженный. Может быть, это и было последствия вот этого вот всего. Ну ладно. Все это зажило, все это проходит. Последняя моя покупка — это была пудра от Charlotte Tilbury. Это я себе купила на Новый год такой подарок. Один из моих подарков. Тоже смотрела видосики всякие разные в Инстаграме, по-моему, да. И девочки там вот и красились, и мне так она прям понравилась. Вот, я думаю, надо зайти попробовать и себе такую взять. В итоге пошла и купила себе такую красоту. Очень мне нравится, как она тонирует. Не тонирует, как она... Короче, кожа не блестит. Такой вот я знаток. Тоже румяна от Christian Dior. Как сказала девушка, говорит, это ваш цвет, вам не надо его брать. Ну раз мой, значит надо брать. Так, ну и конечно, у меня есть еще вот такая прелесть, но стыдно показывать, уже вот все развалено. Покупалась давно, очень. Вот, но вот это будет моя следующая покупка из косметики. Пойду покупать хайлайтер себе. Этот у меня уже старенький. Он, конечно, выполняет свою функцию. Я хочу, чтобы, конечно, все это не разваливалось, не рассыпалось косметички. Ну и хочу, конечно, поменять уже саму косметичку свою, потому что она у меня уже тоже довольно старенькая. Вот, и еще вот эта штука. Если вы найдете это в Sephora, я не знаю, если это на европейском... Да, должно быть, наверное, на европейском рынке. Ну, короче говоря, вот эта штука. Мы ходили, когда пробовать косметику в Sephora, нам девушка, короче, накрасила наши брови.
Это даже не накрасила, это как гель для укладки, но он такой классный ламинирующий эффект, если честно, с этой вот укладкой. Не знаю, конечно, как вам это все заснять. Пробую, постараюсь. Короче говоря, вот сначала таким образом надо намочить саму бровь, а потом вот этой кисточкой мы приглаживаем прям вот надо кожи. Она так даже, знаете, такой эффект, как будто бы меня чешут какой-то жесткой расческой. И потом, это я уже, конечно, наловчилась. Первые разы я, наверное, укладывала брови полчаса, только брови. У меня, конечно, брови волосатые, мне их надо хорошо прочесывать и вот несколько раз вот так вот проводить, чтобы вот, смотрите, какой эффект. Видишь, какая бровь? Это вот, которая не уложенная, а это уложенная. Красиво. Короче, брови реально, они такие, как выразиться, они такие, как становятся ярче, потому что гель их смазывает, они как такой мокрый ламинирующий эффект. Не знаю, правильно ли я выражаюсь, но, в общем, я думаю, что вы меня понимаете. И они прям такие яркие, они как еще становятся шире, и они немножко как расширяют взгляд. Короче, мне очень нравится. Что, сегодня еще, может, ресницы накрасить? Мы же едем гулять. Такой огрызок маленький. Я им немножко прокрашиваю линию роста ресниц. Это делает мой взгляд более выразительный. Что-то накрасилось. Ну и тушь. И, кстати, вот тушь тоже очень хочу поменять, потому что у меня Arabian Night Luxe Visage еще покупалась в Бресте, но от долгой носки чувствую, что глаза устают от нее. Поэтому вот у меня следующие покупки это хайлайтер и тушь. Собственно, макияж готов. Единственное, что вот я еще наложу, уже заканчивается у меня на это хорошая штука. Это я покупала в НЛ, когда там работала. Я им смазываю каждый день губы на ночь, могу с утра. Вместо гигиенической помады, вместо блеска. В принципе, вообще не люблю никаких помад. У меня один только блеск. Я им крашу только когда я там иду куда-то красиво гулять. А так в основном это просто гигиеничка с таким минимальным блеском. И то без липкого эффекта я люблю, потому что волосы, когда на ветру прилипают к моим губам, я это не очень люблю. Все, мою руки, потому что наношу я это все пальцами. Кто-то будет бросаться в меня сейчас камнями, говорит, что это все максимально неправильно. Ну, возможно. Ну, мне так удобно. Так, нормальная расческа у меня на работе. Ну, придется пользоваться тем, что есть у меня дома.
Вы понимаете, да? Понимаете, да, что такое дачу? Ой, если вам кто-то будет говорить, что ты очередная жертва маркетинга, скажите ему «да». Я такая. Я взяла его в рассрочку. Для меня это вообще очень удобный вариант сейчас на данном этапе. И я безмерно счастлива. Вообще я не чувствую вот этой покупки, что я прям себе как-то урезала бюджет максимально, и он у меня уже есть, я им уже пользуюсь. Я счастлива, я максимально довольна. Смотрите. Ну это же видно, это не скрыть. Ой, ну вообще, ну все, ну красота. Ну вот красота же ведь, да? Так, что же я надену? Ну, выбор у меня невелик. Да, и в принципе, я понимаю, что сейчас на улице будет прохладно, значит, это однозначно пиджак. Это пиджак. Ой, хотелось бы, конечно, надеть штаны, но штанов у меня нет. У меня есть джинсы, но они очень тяжелые. Не очень не хочется. Так, короче, значит, пойдет выбор на маечку такую и на юбочку. Поедем. Вот. Одежда выбрана. Ну, сейчас будем одеваться. Погода изумительная, но сейчас уже в Дубае по ночам ближе к 10 градусам, а днем 20-22. Ну вот сейчас вот светит солнце, ну конечно, я сейчас не на улице, сейчас светит солнце, здесь жарко. Но вот без пиджака я бы уже не вышла, а иной раз даже в пиджаке выходишь, дует такой сильный ветер, что, ну, хочется зайти в помещение и спрятаться, потому что холодно. Я замерзаю. Вот, поэтому в основном сейчас я даже сплю в носках, я сплю под 2 одеялами, потому что я люблю, когда мне тепло. Вот оделась. Так, возвращаемся сюда. Обязательно надо надеть крестик. Их сегодня я буду пользоваться вот этими духами Yves Saint Laurent. И запах мне нравится. И, кстати говоря, вот этих вот оба запаха, первые ноты, они состоят из лаванды, как оказалось. То есть я смотрела по составам, мне было просто интересно, из чего состоят вот эти, а потом я вот увидела, ну и посмотрела, из чего состоят эти. И у них первые нотки — это лаванда. То есть получается, что я, по всей видимости, люблю, ну, как бы духи, или как это правильно, ароматы, водички, которые состоят из лаванды, то есть в состав которых входит лаванда. Вот. Ну, конечно, я же люблю все французское, я обожаю Францию, боже мой, я люблю носить береты. Наверное, в прошлой жизни я жила во Франции, мне так кажется. Кто там у нас раскидывает, натальную карту делает, да? Проверьте. Вот, 2 раза достаточно, я не люблю много на себя лить. Я считаю, что от тебя должен быть легкий шлейф, который практически незаметен, вот. А не вот это вот, когда ты идешь и за 50 метров чувствуешь, что кто-то очень сильно набрызгался. Все, одеваемся и выходим. Так, ну что, мы вышли. Погода шикарная. Смотрите, какая замечательная погода в Дубае. Красивое небо. Вот, и мы уже выбрались и идем по направлению к метро, поедем в наше секретное местечко гулять.
Все, мы пришли в метро и идем в женский вагон. Смотрите, как в Дубае, интересно сделано. Вот. В зависимости от направления поезда есть женский вагон. Обычно он либо последний, либо первый. То есть, если вы едете по направлению Экспо 2020, он будет последний. Если едете в обратном направлении, это будет первый вагон. Мы в нем сейчас поедем. Мы отправляемся с вот этой вот локации. Это музей будущего. И наша станция называется Emirates Tower. А нам надо доехать до Бурдж-Амин, наша пересадка, туда, куда мы едем. Такой у нас будет вид. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي سنتر بوينت. المحطة القادمة هي المركز التجاري العالمي. The final destination of this train is Center Point. The next station is World Trade Center. Мы на Бурдж-Амане, но мы уже перешли на зеленую ветку. И сейчас отправимся сюда. Мы отправляемся на место назначения. Она все время будет портить мой влог, в своем улыбается и говорит, какая она красивая, а в моем вечно кривляется. Ну, дадим ей такую возможность. Ой. مدينة دبي الطبية. Station is Creek. Вот нам сейчас сюда. Вот. Это значит, что мы идем на трамвайчик речной. Мы подходим к речной станции. Как? Нам билет покупать не надо, потому что у нас есть сильвер-карта. Просто тут развивали интересную тему. Она выключила свою камеру, но мне очень хочется продлить этот разговор. На самом деле, короче, мы приехали, нам просто надо просидеть полчаса в ожидании нашего следующего кораблика. Мы начали тему. Настя говорит, что она устала работать. Ей хочется, чтобы о ней кто-то позаботился. Она не хочет работать, она хочет красить волосы, красить брови. В общем, все. А я говорю, в свою очередь, что я, допустим, не смогу так жить. Я все равно, даже если... Давайте... Ну подожди, я же тоже не сказала, что вот, хочу на диване лежать, жопу подтирать и ковыряться в носу. Все. Я говорю, что я хочу заниматься чем-то своим, но нет такого обязаловки, что вот в офисе там сидеть или вот смену пахать. Типа, чтобы у тебя было свое дело, любимое, которым ты бы занималась. Да, вот, да, то, что... все правильно. Но я хочу сказать, вот я тебе задала вопрос, ты работал когда-нибудь в ночную смену, там, с 10 до... Вот я тоже работала такие смены. То есть сейчас, допустим, на данном этапе, почему я работаю русалочкой, мне нравится наша посменная работа, то, что мы работаем по несколько шоу в день, и у нас сейчас мы 4 дня работаем, 2 дня отдыхаем. И у нас там 2 шоу, 4 вот у меня было, но вот у меня 2 дня потом было по 2 шоу. Я к чему? Я к тому, что это не целый день, это не пару часов, пускай это занимает 4-5 часов, да, но это в промежутках ты сидишь в телефоне, ты занимаешься своими делами, так сказать, юзаешь инстаграмчик, да, и ставишь лайки интересным видосикам.
но это не стоять на ногах 10 часов с перерывом на обед на полчаса. Но это тяжело, конечно, так работать. Давай сравним еще людей, которые на заводе херачат смену. Это понятно, Я не хочу мы- вообще себя ни с кем сравнивать. Я просто сейчас веду к чему, что вот... Ну, ты же сама сравниваешь тех, что вот Я смену, тебе- там 8 ночную или еще что-то. Понятно, у нас легче Я тебе... работа. Можно скажу я, пожалуйста? Я хочу договорить свою мысль, что я на данном этапе довольна своей жизнью, и почему вот я работаю вот на этой контрактной работе, потому что она, в принципе, позволяет мне больше отдыхать, потому что мне есть с чем сравнить. У меня богатый жизненный опыт, и я работала во многих местах, и по графику, и в ночные, и не в ночные. Это были разные работы. Даже когда я работала мастером по маникюру, у меня было 4 клиента в день. Ну, извините, через 3 года такой работы мое здоровье пошло по одному месту. Поэтому сейчас, сделав все выводы и взвесив все плюсы и минусы, я сейчас работаю вот на этой работе, на своей. И я прекрасно знаю, что шоу, которое займет у меня 15-20 минут даже в той же холодной воде, я все равно считаю, что это здорово. Потому что потом я пойду погреюсь в душе, переоденусь в теплую одежду, отработаю еще несколько шоу и все, и пойду домой заниматься своими делами. Я сейчас довольна тем, где я, что я делаю, и я просто еще с тех людей, я не смогу сидеть спокойно. Вот у меня что-то зашевелилось внутри, вот я немножко пришла в себя, я понимаю, что у меня очень много свободного времени, и мне нужно прям куда-то девать эту энергию. Вот, поэтому, короче говоря, я прям довольна. Я довольна всем тем, что происходит. Нам нужна будет наша карточка. Хочу немножко рассказать о том, как можно, находясь в Дубае, покататься вот на таком замечательном кораблике и при этом не платить большие деньги. То есть это считается транспортом в Дубае. Мы сейчас едем на Крик-Харбор. Это то секретное место, о котором я вам сегодня говорила. Место, вот мы приехали на конечную станцию метро Крик, и от нее уже на таком вот трамвайчике речном отправились на Крик-Харбор по каналу за, наверное, 2 дирхама. Я вам сейчас скажу точно, когда мы будем выходить. Здесь открывается великолепный вид на весь Дубай, на Бурдж-Халифу. Смотрите сами, какая красота. Так, мы подъезжаем к нашей конечной точке. И сегодня мы здесь погуляем. Посмотрим, что здесь есть красивого. Canva Cut Pro on Apple laptop. Так, стоимость поездки, вот, как я и говорила, 2 дирхама. То есть это, так сказать, задармо. Вот, приехали. Сейчас пойдем гулять. Первое, что могу отметить, это тишину. Отсутствие толпы, спешки, тихий район.
с прекрасным видом. Ой, вообще, мне тут уже нравится. О, как я скучаю на самом деле по тишине иногда. Потому что у нас даже ночью шумно из-за того, что нас окружает стройка, и они работают в 3 смены, то есть эта стройка не прекращается. Вот сплю я в берушах, это единственное, что меня спасает. Мы здесь прогуляемся, посмотрим, погуляем, но в планах остаться до заката и посмотреть на весь этот город в закатном солнце. Я думаю, что это будет шикарнейший вид. Вот это вот как раз таки инстаграмное место, где все приходятся и фоткаются, делают рилсики красивые с таким видом. Детей здесь вот построены такие домики с горками, со всякими перелазаниями. Даже очень здорово на солнышке вот так вот прогуливаться. Класс. Короче, мы решили перекусить в KFC и пойти сейчас на набережную покушать и посмотреть на этот чудесный вид. Солнышко садится, и, кстати говоря, погодка уже становится такая похолоднее. Вот, собственно, ради чего мы сегодня здесь с вами собрались. Смотрите, какая красота. Сейчас уже поедем домой, потому что село солнце, стало очень холодно, прям подул холодный ветер. Короче, гуляем по набережной с таким великолепным видом. Этот день просто шикарный. Я рада, что теперь у меня есть такое замечательное увлечение, которое мотивирует меня подниматься с дивана и идти что-то смотреть, что-то снимать, что-то рассказывать. Ну красиво же!
Ну, красиво. Я считаю, что на все 100% сегодняшняя прогулка удалась. Сейчас будем возвращаться обратно на метро и поедем домой. Холодно, хочется под одеялко. Сейчас приеду домой, сделаю себе горячий чаек и буду монтировать для вас новое видео.